Привет, друзья! В этом ролике мы с вами разберемся, как мне удалось поднять свой максимальный 30-секундный урон на своем билде для открытого мира, то есть PvE билде, аж на 20%, со 130 миллионов до 160 миллионов за 30 секунд. И это видео, ребят, будет полезно не только игрокам за охотников на демонов, но и за другие классы, потому что речь будет идти об уроне и взаимодействии эффектов легендарных камней, так называемой синергии. Ребят, я получил огромное количество комментариев на тему легендарных камней к своим роликам, за что вам огромное спасибо. Также я изучил опыт зарубежных блогеров на эту тему и в конце концов решил пересобрать свой пул камней. В конечном счете я получил прирост 20% к максимальному урону. И в этом видео, ребят, мы с вами разберем, какие теперь я использую легендарные камни, затронем формулу максимального урона, поговорим о синергии между камнями, то есть взаимодействии, как эффекты разных легендарных камней влияют друг на друга. И также проведем тесты урона на тренировочном поле с разными комбинациями камней. И еще, ребята, в описании к этому ролику для вашего удобства я оставлю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Поэтому устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. И перед тем, как перейти к главной теме, ребят, этот ролик описывает изменения камней в билде, который я подробно разобрал в одном из своих предыдущих видео. Если вы его еще не смотрели, пожалуйста, посмотрите. Ссылка на него появится в правом верхнем углу или будет в описании к этому ролику. Давайте, ребят, посмотрим, какие теперь камни в моем билде. Если вы смотрели мой предыдущий ролик о самом популярном PvE билде для охотника на демонов, то вы помните, что в правой стойке у меня стоял укус гадюки. И спасибо, ребят, большое за комментарии, которые вы оставляли к этим роликам, и советы по замене укуса гадюки на фантомное стекло. И вы видите, что я заменил 7 уровня укус гадюки на фантомное стекло. Давайте посмотрим, что делает этот камень. Критические удары разбивают броню противников на 2 секунды. Вы наносите им на 20% больше урона, а ваша вероятность критического удара по ним повышается на 2%. Не действует на одну и ту же цель чаще, чем раз в 6 секунд. Это очень крутой камень, который прокается, когда у нас возникает критический удар. Мы на 2 секунды получаем на 20% больший урон. И еще на 2% повышается вероятность критического удара по таким целям. И действует это все раз в 6 секунд. Не в 20, не в 10, а именно в 6. То есть реально очень дамажный камень. Но тут, ребят, есть особенность синергии. Этот камень будет работать только тогда, когда у нас происходит критический удар. Значит, нам нужно максимально повысить критический удар, чтобы этот камень работал по максимуму. И как, ребят, мне максимально увеличить вероятность крита? Конечно, помимо тех магических свойств, которые есть у меня на экипировке, а они дают очень маленький процент, там порядка 8% у меня сейчас. У меня были моменты, когда вероятность крита была в характеристиках даже 25 и 28, я помню, процентов, но каждый раз, когда ты менял экипировку, у тебя могли сбиваться эти характеристики, а так как я не играю 24/7 365, то у меня сейчас вероятность крита в характеристиках всего 8%. Но, ребят, у меня есть 2 камня: бурлящий исход и плач матери. И они оба работают на вероятность критического удара. И тут, ребят, интересный момент. Я пытался найти эту информацию среди русскоязычного интернета и, к сожалению, не нашел. Нашел очень много информации по поводу того, как складываются вероятности и различные эффекты наших легендарных камней у зарубежных блогеров. И один, которого я очень хочу вам посоветовать, это блогер Лоуни, который в одном из своих недавних роликов разбирает синергию камней. Этот ролик на английском языке, и если вы хорошо знаете английский, то он очень будет вам полезен. Но я, ребят, хорошо знаю английский и посмотрел ролик Лоуни. В общем, суть его в том, что для максимального урона в открытом мире важны не столько статичные характеристики резонанс, сколько синергия урона и всех эффектов, которые дают свойства сетовых комплектов, магические свойства экипировки и, конечно же, эффекты легендарных камней. Ребята, он приводит довольно сложные
сложную формулу расчета урона в Diablo Immortal. Вы видите сейчас эту формулу на экране, она действительно очень сложная, но мы разберемся в сути. И суть этой формулы в том, что максимальный урон — это мультипликация всех наших бустов и эффектов, которые дают магические свойства предметов, свойства сетовых комплектов, ну и, конечно же, легендарные камни в конкретный момент времени, что и выливается в максимальный ДПС. Поэтому, ребят, так важно, чтобы свойства камней работали в синергии, то есть взаимодействовали друг с другом. Ну и, ребят, как же проверить, на какой тип урона делать упор при выборе легендарных камней? Это довольно просто. Мы идем с вами на тренировочное поле, делаем немножечко урона, создаем, миллионов на 30 на 10 секунд. Да, нажимаем паузу и начинаем разбор. И мы видим по процентному соотношению, что именно, какой тип умения, сколько дал нам урона. И в зависимости от того персонажа, за который вы играете, если он использует только умения, то вы делаете упор, естественно, только на умения. Какой-нибудь камень вместилище мглы, он просто не будет работать, потому что он активируется, когда работает основная атака. В общем, ребята, обязательно пройдите этот тест и посмотрите, какое именно умение дает вам урон, когда вы атакуете. Ну и, ребят, так как мой урон охотника на демонов зависит от активации основной атаки или активации умения, то я решил прокачивать максимально именно эти качества в легендарных камнях. И если коснуться моего 5-звездного камня «Осколок звездного огня», который я уже начал прокачивать до 5 уровня и вбухал туда 150 силы самоцветов и 3 дубля, то, возможно, здесь я, ребят, совершил ошибку, потому что этот камень имеет свойство, которое работает только раз в 20 секунд, а действие нужно максимально продлить. Нам нужно, чтобы он прокал либо умение, либо основную атаку и длился максимально долго. В общем, этот камень «Осколок звездного огня», он классный, дамажный, но в очень короткий промежуток времени, а самое неприятное в нем, что он активируется только раз в 20 секунд. Поэтому, ребят, я решил заместить его свойства дополнительным самоцветом «Колоссальная машина». Кстати, именно эта колоссальная машина мне выпала недавно в забегах по порталам, когда я охотился на Монофлюкс. Я снимал об этом отдельный видеоролик, если вы его еще не смотрели, то, пожалуйста, посмотрите. Итак, ребят, давайте посмотрим, какое свойство мне дает колоссальная машина. Я сохранил весь резонанс осколка звездного огня, потому что я вставил колоссальную машину как дополнительный самоцвет, заместив свойства осколка звездного огня на колоссальную машину. Итак, ребят, колоссальная машина. Применив к себе положительный эффект, вы получаете колоссальную силу на 6 секунд. Ваш урон от умений увеличивается на 15%, а ваш размер и дальность действия умений повышаются. Колоссальная сила срабатывает не чаще раза в 20 секунд. В общем, каждый раз, но не чаще, чем раз в 20 секунд, я получаю эту колоссальную машину, увеличиваюсь в размерах и прокую свои умения на 15%. А напомню, ребят, что по этой сложной формуле расчета максимального ДПС, которую мы посмотрели у Лоуни, у нас все эффекты мультиплицируются. Получается, я еще на 1,15 умножаю свой урон от всех умений. Ну и, конечно же, ребят, я полностью заменил свой укус гадюки на фантомное стекло. Для этого я выкачал всю силу самоцветов из укуса гадюки, затем скрафтил 9 копий фантомного стекла. Я мог скрафтить и 14 копий для того, чтобы прокачать его до 7 уровня, но я пока решил обойтись 6 уровнем и скрафтил именно 9 копий за теллурические жемчужины, потому что еще на 7 уровне за эти дополнительные 5 копий мы получаем только 1% дополнительный критического удара против целей, на которые действует фантомное стекло. Но в общем и целом мы увеличиваем 20% урон на цели, на которых действует критический удар, что очень круто. Ну и, ребят, также в моем билде 2 дублирующих камня. Это Плач Матери
и бурлящий исход. Оба этих камня отвечают за вероятность критического удара. И в общем я решил, раз у меня основная атака и умение это то, что наносит максимальный урон, давайте я попробую, несмотря на резонанс, прокачать камень колодец энтропии. У меня как раз было около 10 копий этого камня, которые я получал, проходя древний портал. Они просто стакались и лежали без дела. В общем, я решил его прокачать, и что у нас получилось? И если посмотреть его в моем инвентаре, то можно увидеть, что он нам дает. Он увеличивает урон от всех умений на 18%, а также увеличивает скорость атаки умений на 4%. И тут, ребят, очень важное замечание, что увеличение скорости атаки у нас бывает полное увеличение скорости всех атак, а также конкретно умений или основной атаки. По факту любое увеличение скорости бустует эту атаку, фактически увеличивая на такое же процентное соотношение и урон. Поэтому, ребят, мы здесь фактически увеличиваем урон не на 18, а аж на целых 22%. При этом этот эффект у нас работает постоянно. В общем, ребят, давайте посмотрим, что из этого получилось на тренировочном поле. Я буду бегать с iPad, потому что мне легче управлять именно с мобильного устройства. И первый заход я сделаю как раз с фантомным стеклом, с дополнительным самоцветом колоссальная машина вместо осколка звездного огня, и вместо плача матери я буду использовать колодец энтропии. Потом заменю колодец энтропии на плач матери и посмотрим, что нам даст больше урона. Итак, ребят, мы с вами подключились и забегаем в тренировочное поле. Ну что, я уже вижу, что у нас неплохо идет урон. Надо смотреть на периодический урон, и он больше 5 миллионов. А это значит, что на 150 миллионов мы вполне можем рассчитывать после 30 секунд, а уже, к сожалению, нет. Смотрите, он 4200, 4300. Видимо, все-таки плач матери был лучше камнем. Ну, давайте посмотрим, сколько у нас будет на 30 секунд. 132 миллиона. Да, ну все, давайте тогда заменим наш колодец энтропии на плач матери. Заменяем. Ну и, конечно, надо вставить резонирующие камни, чтобы максимально бустануть нашего героя. Они все у меня уже были в арсенале, поэтому мы просто их вставляем. И как раз активируем бонус увеличения основных атак на 3%. И давайте сейчас выбежим, чтобы сбросить все наши умения, и забежим заново. Ну что, побежали? Так, начинаем дамажить. Я там даже видел периодический урон в районе 8 миллионов в секунду, что вполне неплохо. Общий урон на 10 секунд пока 68. Пока все очень красиво идет. Видимо, все-таки плач матери значительно дамажнее, чем колодец энтропии. Продолжаем дамажить. Сейчас немножечко урон у нас упал ниже 5 миллионов. Так, тут у нас Барбериан пришел тоже мешать нам. Ну, давайте атакуем. И на 30 секунд, ребят, у нас 161 миллион. И давайте разберем его. Вот смотрите, у нас получается, что основная атака дает 25,8% или 41 миллион. А при этом наши умения, к которым относятся возмездие и залп, в сумме дают 28,7%. Это, в принципе, неплохо. Сам обстрел, ребят, нам ничего не дает, потому что он все передает на основную атаку. И вы видите, что даже маятник смерти, когда я прыгал через этот манекен, он дал нам 0,1% общего урона. Давайте прокрутим вниз, и что мы видим? Что у нас легендарные самоцветы даже работают 7,7%. Ну и самое главное, ребята, это, конечно, у нас разное. Это свойство у нас сетовых комплектов. А напомню, что я здесь использую семена посеянного золота. Именно поэтому каждый раз, когда я прекращал дамажить, у меня бустовался так урон. В общем, ребят, теперь у меня такой набор камней для моего PvE билда. Я здесь использую теперь фантомное стекло и также колоссальную машину
машину. И что интересно, этот же набор камней я использую и для PvP билда, потому что укус гадюки там особо был и не нужен. Он дает очень слабенькую периодичку. А каждый раз, когда я пользуюсь взрывной стрелой, своей основной атакой, у меня есть сущность на оружии, которая поджигает противников в течение 2 секунд. Поэтому у меня всегда есть периодичка. И что я, наверное, буду делать дальше, так это заменю осколок звездного огня на колоссальную машину. Для того, чтобы прокачать самоцвет 5-звездный до 4 уровня, а 4 уровень нам нужен для того, чтобы пробудить предмет экипировки. Короче, для 4 уровня прокачки 5-звездных камней нужно 3 дубля и 225 силы самоцветов. 225 силы самоцветов я откуда-нибудь найду, ну, наверное, выкачаю из осколка звездного огня, а вот 3 дубля — это отдельная тема. И тут очень интересно, ребят, недавно в одном из роликов я накупал много комплектов, которые были связаны с героем очага и вот с новым камнем Монофлюкс, который, ребят, забегая вперед, я все-таки решил не прокачивать, пусть эти копии стакаются. Так вот, в этом ролике я покупал несколько комплектов и купил очень классный комплект, который называется «Благословение при входе». Давайте посмотрим, что это такое. Смотрите, если мы зайдем с вами в магазин, у нас в разделе «Комплекты» есть такое благословение при входе. Это, ребят, временный комплект, и здесь, что самое главное, ты как бы в течение 2 недель получаешь крутые награды за очень небольшую сумму вложений. И когда ты оплачиваешь этот комплект, ты сразу получаешь 1600 сфер, которые можно потратить на легендарные глифы вечные, и если тебе прокнется какой-нибудь ненужный 5-звездный камень, бустануть себя по платине. Но речь не об этом. На 7-й день я получил вот такой супер крутой сундучок со случайным искусно изготовленным самоцветом. И в чем, ребят, прикол этого сундучка? Что там ты можешь выбрать 6 камней 5-звездных звездностью 2. Выбрать именно те, которые ты хочешь прокачивать. Ну, естественно, я выбрал там колоссальную машину. И что вы думаете? Мне выпала эта колоссальная машина. В общем, мне реально повезло. Теперь у меня есть 2 копии колоссальной машины, и осталось найти только 3-ю, чтобы прокачать колоссальную машину до 4 уровня. Я, ребят, наверное, это сделаю чуть-чуть попозже, когда накоплю необходимое количество теллурических жемчужин. Сейчас их у меня, видите, сколько их здесь? 24 штуки, ну, осталось всего 16 штук, и я смогу скрафтить себе колоссальную машину. Теперь у моего героя урон 160 миллионов на 30 секунд. Я знаю, что многие меряют урон именно на 1 минуту, но так как поддерживаемое умение у охотника на демонов, оно очень дамажное сначала, а потом его дамажность падает, я меряю именно на 30 секунд. Но на минуту я тоже мерил, у меня получалось где-то от 250 до 270 миллионов. Короче, ребят, при подборе камней очень важно бустовать именно те эффекты, которые работают в синергии с другими эффектами и максимально влияют на наш урон. И что вы думаете о моем новом наборе камней и как еще я могу бустануть урон в PvE? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень ценно узнать ваше мнение. А если этот ролик вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться. А мы с вами увидимся в следующем видео.